Ребят, всем привет! Дайте, пожалуйста, обратную связь. Погода у нас сегодня, конечно, вообще дождь, ветер холодный. Анатолий, доброе утро. Так, сейчас яркость добавлю. О, так получше. Ан, привет. Такая прогулка у нас сегодня будет по дождливому городу. Наталья, доброе утро. Причем вчера была погода нормальная и показывала, что сегодня должно быть сухо. Анна, привет. Как-то вот надо мне тут разместиться, все это дело, и зонт, и камеру держать. Ладно, что, будем выдвигаться тогда. Прогулка у нас по Земуну сегодня. Как вы знаете, в 12 веке этот, можно сказать, город, это место называлось Тауруном. Здесь был средневековый город. Начинаю я с этого места, потому что это модернистская часть района Земун. Она застраивалась по... Так, сейчас никому не мешать. Она застраивалась по генплану 1928 года. А вот эти дома построены в 1930 году. А вот это семейный дом был построен тоже в 30-х годах 20 века. Семейный дом Табакевич называется. На самом верху, я так понимаю, это двухуровневая квартира. Но не все вот такие похожие. Сейчас мы пройдемся и выйдем к дворцам. Там два дворца стоят великолепных. Тоже посмотрим. Ну и в конце улицы уже, на той стороне. Вот посмотрите, окна какие круглые. Это ж надо было так заморочиться. Это ладно. Фасад. А вот там с торца такие окна стоят. Ух, ветер еще такой поднялся. Зонт пытается из рук вырвать. Вот это чудо-творение хотел показать. Это ж надо было так заморочиться тоже. Окна. Они еще и на стыке как бы. И вот эти все домики, это 30-й год. 20 век. Ну а теперь пойдем уже в старую часть района. Так, всем привет. Это что за капля, что ли, у меня тут на экране появилась? Сейчас, секунду, ребят. О. Вообще нелетная погода. Сидеть дома надо под одеялом с чаем и какой-нибудь фильмец смотреть. По-моему, вот сейчас пришла настоящая осень. Не зима, а осень. Промозгло, холодно. Сейчас спрячусь сюда.
вроде настроил. Как у вас, ребят, погода? Так, пропустите меня. Вот они, эти два великолепных дворца, слева и справа. Начну вот с этого. Это старое здание сельскохозяйственного университета. Его построили еще в 1932 году. Первоначально здесь было 2 этажа, а уже где-то в 1948-49 надстроили 3-й. Такое монументальное, прям большое здание. Но мне же нравится вот этот больше дворец. Это школа. Сейчас встану так, чтобы она вам полностью в кадр попадала. Оно настолько большое. Прям очень на дворец похоже. Это начальная школа Святозара Милетича. Ее строили в 1914 году. А, кстати, в те времена мальчики и девочки обучались раздельно. А уже в 1925 году эти классы здесь объединили, и это как бы стало первой бисексуальной школой, когда девочки и мальчики учились в одних классах. На тот момент в ней обучалось около 400 человек, учеников. И было 13 учителей. А уже в 1930 году здесь был первый парк, можно сказать, аттракционов, что ли, на тот момент. Конечно, тогда аттракционов не было, но был развлекательный парк. Колонны у него прям такие. Да, Краснодар. Тоже привет. Видимо, дождик ваш нам сюда пришел. Вообще Землю можно разделить на 2 прогулки, на 2 дня по факту. Потому что если идти прямо, там, вон, видите, церковь, там же за ней парк, вернее, в ней даже вокруг парк разбит. Но у нас сегодня другой маршрут. Тот маршрут можно оставить на потом. Был здесь будний день, когда здесь столько народу было, прям детей, не знаю, там это ощущение, что классы человек по 50, может, конечно, так совпало, они здесь футбол гоняли, и здесь прям усыпано, как муравьи, очень много их было. Все шумели, кричали. Сегодня выходной, никого нет, тишина. В Земуне еще ремонт идет по дороге, вон, видите, заборы стоят. Но прогуляться можно, зато мы выйдем с вами на дорогу и спокойно пройдемся. Никто мешать не будет. Это вот такой небольшой парк за школой. Давайте спустимся. Кстати, школа во время Первой, Второй мировой войны использовалась как госпиталь. Вот здесь тоже такие колонны огромные.
А ну вот и табличка. Светозар Милетич. Ну, это реально дворец. Там памятник. Пойдемте к памятнику. Придется обходить. По траве пойдешь, все ноги мокнут сразу. Не знаю, мне дождь вообще не нравится. Лучше бы снег шел, чем дождь. Какой вид открывается на дома, посмотрите. Я поэтому Земун и называю как бы город в городе, потому что здесь совершенно другая архитектура. Так, это памятник павшим в 41-45 год. Сильно не задерешь камеру. Тут дождик сразу. Так, а вот это здание большое, это здание ВВС. Его построили в 1935 году. Ну, сейчас оно в таком вот запущенном состоянии. Мы сейчас туда, с той стороны подойдем, тоже покажу вам. И на момент строительства это было самое большое здание в Земуне. Кстати, там со стороны дороги на фасаде Икар изображен. Ну, сейчас, говорю, пойдем там посмотрим его. Вот они, красавцы здания. Получается, вот там дорога, это, наверное, как бы граница. А, кстати, у меня есть фотография, как выглядел раньше Тауруном. Сейчас покажу вам. Я вот спрятался на остановке. Вот так выглядел город Тауруном. Можно разглядеть его границы, река, Дунай. Там вдалеке остров. Можно предположить, что как раз таки вот эта дорога и была границей. Ну, конечно, я, наверное, ошибаюсь, но тем не менее. Вот это здание ВВС 1932 года. Здесь трамвайчики бегали, по левую сторону парк был, получается. Ну, как бы он так и есть, остался, через который мы прошли с вами. Вот можно сравнить. А сама улица вот так выглядела. Если вот в ту сторону смотреть. Да, как у нас, так и у вас. Дождик, пасмурно. Питеру привет. У вас туман, да? Вот такие улочки были, деревья. Но смотрите, деревья даже сейчас они стоят. Ну, понятно, что это уже новые посажены. Сюда завозили деревья и высаживали. Хорошо, что они высаживают сразу вот в таком виде деревья. Весной они уже распустятся. Так, и еще у меня есть улочка. Вот. Вот это прям вообще шикарная. Люди в таких старых одеяниях, старинных. А вот эта фотография, наверное, мы дальше с вами пойдем, когда увидим как раз таки с левой стороны башенка будет, здание. Вот похоже на него. О, зомби, это тоже интересно.
Все, отправляемся дальше тогда. Вот прям по дороге пойдем. Все для нас, как говорится. Гуляй не хочу. Вижу дверь открытую. Пойдемте во двор. Вернее, там не двор, а подъезд. Посмотрим, что там. Люблю я в такие места заходить. Да если еще и дверь открыта. Это здание водного общества, кстати. Его построили в 1908 году. И на его строительство как раз таки и выделяло. Дверь открывается. Ух ты, надо еще с зонтом сюда умудриться зайти. И деньги на его строительство как раз таки выделяло вот это общество, кооператив водоотведения. Здесь, в принципе, просто такой подъезд. Ничего примечательного. Хотя нет. Вот такой вход. Терндельник с ковидом. Привет. Да, конечно, бывает снег. В Златиборе там уже даже лыжный курорт. Вот и табличка есть, наверное, да? Да. Вот такой подъезд, парадный вход. Давайте наверху посмотрим. Может, там тоже что-нибудь интересное. И все, дальше просто тут лестничные пролеты и вид во двор. Все, пойдем дальше. Мне нравится в зиму не гулять. Это я с зонтом выходил. Зон широкий, проем маленький. Так, здесь сейчас свернем направо. Сюда отойду. Вот тот дом хочу с колоннами показать вам. Светлый. Его построили в 1911 году. Это дом Биндера. Ну и строили его как жилой дом. В духе модерна. Интересный такой балкон. Наверняка, если сюда прийти летом, то будут люди сидеть на балкончиках, кофе попивать. Тут вся улочка такая, кстати, старенькая. К тому парку мы еще вернемся. Сейчас кружок дадим. Вон Икар. Про Икар еще не забыли. Я так понимаю, это здание, наверное, в скором времени снесут. Потому что оно в заброшенном состоянии. Видите, окна разбиты, что-то заколочено. Хотя, может быть, и отреставрируют. Вот Икар. Выражение лица у него какое интересное.
Ну да, это же Белград и есть. И мы идем с вами по главной улице. Какой ветер-то, а? Что ж ты будешь делать? Люди потихонечку просыпаются, потому что с правой стороны, кстати, рынок Зимунский, мы через него пройдем, все туда направляются в основном. Вот этот домик хотел вам показать. Это дом. Его построили в 18 веке, где-то в конце 18 века. А вообще здесь родился сербский писатель, журналист, министр образования Дмитрий Давыдович. Мне кажется, где-то там должна быть табличка. Вон, по-моему, табличка. Вон, видите, наверху. Мемориальная табличка сделана. А вот это красное, сверху красное здание, это здание почты. Его тоже надо издалека снимать. Здесь все такие большие здания, узкая улица. Придется нам туда-сюда ходить от одного бордюра к другому. Тоже старая, в 1896, по-моему, построили его. Больше похоже, знаете, на вокзал, наверное, да? Прям такой. Кому что напоминает? Вот мне напоминает вокзал, не знаю почему. Красивая. Так, новогодний стрим будет в центре Белграда. Какого числа? Новогодний стрим. Я не знаю, в пятницу там же у нас 28, по-моему, число. А в субботу уже 29. Сомневаюсь я, что 29-го кто-то будет что-то смотреть. Наверняка все будут заниматься приготовлением к Новому году. Там кто-то что-то не купил. По магазинам, поездки. Наверное, бессмысленно его делать в субботу. Кстати, ребята, можете написать по этому поводу. Что думаете? Единственный момент, можно 28-го провести, если только в пятницу, получается, вечером. Тоже не знаю, насколько вы придете. И придете ли. Ох, какой домик красный. Если придете, то можно сделать. Прогуляться по центру Белграда и до крепости. Прям до крепости можно дойти. Давайте я голосовалку потом вывешу. Проголосуем. Я сомневаюсь, что 29-го кто-то захочет на стрим приходить. Да, замечательно. Давайте, говорю, голосовалку вывесим. Либо вечером устроить его в пятницу. Так же, как в Нови Саде, часов 4:30 по местному времени. Чтобы все посмотреть. И стемнеет, и светло застанем, так сказать, солнышко, если будет светло. Как вам здание? Это музей Земуна. Ничего не напоминает вам? Вот мне напоминает готическое здание. Готика. И еще похоже на готика и
Что-то вот от монастыря, да? Готического. Напишите, как вам. Вот мне вот говорю, прямо вот. А, вот это же здание я вам не рассказал. Слушайте, это же здание красное. Типография Кармата. Карамата, правильно. Карамата, по-моему, да. Именно вот на первых этажах, когда его строили, также предназначался он для торговли, а на втором этаже жили. Кто будет гулять, они прям два рядом этих здания. Вообще этот дом строили еще в 1848, по-моему, в 49-м закончили. И строили его для богатой семьи на тот момент. Именно местной семьи в Земуне, которая проживала. Спиртос. Ну а с 71 года, с 1971 здесь музей. Очень красивое здание. Такие двери. Можно стоять и разглядывать его. Вот, людей побольше стало. Слева это какой-то торговый центр. Конечно, он портит весь вид. И здесь бы в продолжение тоже таких же домиков двухэтажных было вообще шикарно. О, уже вижу дом с часами. По левую сторону, он с башенкой. Вот как раз таки, наверное, вот та фотография, которую я показывал с башенками, это и есть вот этот дом. Сейчас я к ней вернусь. Сейчас остановлюсь. Да, похоже? Мне кажется, похоже. Как раз таки вот это здание есть. Вот там, где вот я сейчас стою. Да, мне кажется, прямо она отсюда и сделана была. Впереди, с левой стороны, это дом с солнечными часами. Его построили в 1823. Солнечные часы мы с вами видели уже. Где мы видели? В Ужице был. Там есть дом. Кстати, да, видео уже про Ужицу еще не вышло. Увидите, значит, когда выйдет. Там тоже дом с солнечными часами. Потом где-то мы на стриме видели. Но здесь стоят другие часы. 1828 год. Да, работы очень долго ведутся. Мне кажется, они еще ощущение с прошлого года. Я был здесь летом, и ремонт все еще шел. Вернее, даже, наверное, только начинался. Как раз таки вот там с конца улицы. И он все еще идет. Не знаю, когда они ее закончат. Зайдем? Посмотрим, что здесь. Просто дворик. Наверху якорь, да? Похоже на якорь.
почему-то здание заброшено. Первые этажи написано «Сдается». На втором раньше был какой-то студия красоты, что ли. Вот сейчас свернем направо и как раз таки попадем в центр Земуна, где рынок и церковь. Тоже старая. А, там еще по правую сторону будет крест. По факту вот это и есть центр города. Земуна. Если так смотреть, говорить, что это Земун город. Ну, понятно, что это район, но это центр района. Здесь также и старенькие домики, и новые есть постройка. 20 век, 19. В общем, интересно. Работы по благоустройству этого рынка, по-моему, уже закончены. Сейчас посмотрим. Сейчас интересную историю вам расскажу. Не знаю, насколько интересная. Вчера, в общем, ехал на автобусе. Есть же такой мем, да, что в Сербии многие не платят за проезд. Ходят кондуктора, ну, не часто, поэтому многие не платят. В общем, сидим в автобусе, едем и подъезжаем к остановке. И на остановке стоят 3 контролера. Я так понимаю, что пассажиры испугались, что они зайдут. И в этот момент, вмиг сразу все к телефонам потянулись. Потому что можно оплатить телефоном. Видимо, вот подтверждает этот факт, что многие ездят бесплатно, не платят. Но это было смешно наблюдать, что вмиг сразу все потянулись к телефону, всем надо что-то было в телефоне сделать. Экскурсии кто-то проводит. Ой, что ты прыгаешь так? Слушай, как неудобно-то с зонтом гулять, это ужас. Все пытается куда-то упасть. С этого домика начну. Это дом 18 века, его строил купец Дима, его звали. А у него позже этот дом купил... А вот сюда сейчас стану. Тут еще экскурсию проводят. Короче, дом этот купил купец Милош Урошевич. А уже у его наследников в 1870 году это здание купил мэр Земуна на тот момент. Звали его Стеван Маркович. Вот в этом он доме жил. А сам вот этот крест католический установил Лазарь Урошевич. Это сын Милоша, которому принадлежал этот дом. По-моему, эту историю я тоже рассказывал, когда снимал видео про Земун. Здесь тоже, вот видите, написано все, что я вам рассказал. Пойдемте посмотрим рынок. Ой, он меньше стал. По-моему, раньше тут вообще все было заставлено. А сейчас столько свободного места. Когда я приезжал сюда, здесь, вот говорю, все было заставлено палатками. Сейчас почему-то так мало их осталось здесь. Зато можно разглядеть вон тот фонтан. Когда я здесь бывал, вообще его не видел. Говорю, потому что все заставлено, и его не видно было. Теперь открылся вид на него. Он работает, я проверял, вода есть. Сейчас не буду этого делать, но все работает.
Как? Похоже, нет? Мне кажется, все сохранилось. Вот с правой стороны дом, только он немного переделан. Получается, что, наверное, третий этаж надстроили, да, получается? Да-да-да. Крест. С правой стороны там дом был. И слева, получается, вот здесь тоже что-то было. Какое-то строение, его нет. Сейчас снесли. Вот так практически все на месте. С тех времен. Вот еще один вид. Здесь елочки продают. Вот живую елку можно себе купить домой. Круглый год, наверное, будет стоять. Чем продают у нас тут? Что, вернее, яблоки, груши. Кому интересно, яблоки 150, мед, мандарины, апельсины, хурма, авокадо, цветочки. Запах, кстати, тут появился такой, знаете, мясной. А, ну вот же, мясо там жарят. Короче, рыночная площадь. Сейчас пойдем к зданию магистрата. Как и у другого любого города был магистрат. Поэтому здесь тоже свой магистрат был. Ой, поменьше музыки нам. Летом, конечно, здесь вообще шикарно. Народу столько. Все сидят, отдыхают, кофеек попивают. А магистрат у нас будет в самом конце. Да, вижу, в конце. Здание тоже здесь 18-19 век. Это площадь Победы. Где-то по левую сторону есть часовая мастерская, что ли. Как-то я туда заходил. Сейчас тоже посмотрим, если открыто будет. Вот здесь уже чувствуется Новый год. Все украсили, огоньки светятся. Печенюшки вон какие-то на окнах висят. Сразу настроение появляется. Ребята, у вас настроение-то появилось, нет, новогоднее? Чувствуется приближение? Закрыто. Не попадем мы туда. Хотел показать. А, антикварница, вот. Закрыта она. Ну, зато можно здесь посмотреть сейчас. Вот такие штуки. «1698 год» на вот этой. Что это? Как грамота, что ли? Ну, жаль, что закрыто. Зашли бы мы с вами. О, давайте вот туда зайдем. Слева, справа герб. Как и в России, два орла. О, какая улочка здесь. Здесь торговые ряды. Стрижка для собак, для людей. Бьюти-салон, кафешечка. А, понял. Мы сейчас насквозь, если пройдем, мы как раз таки выйдем на главную улицу. Ну, дойдем, значит, до конца и вернемся назад. Такая милая улочка. Помещения сдаются в аренду. Но здесь не особо народ ходит.
В этом доме люди живут, вижу, белье сушится. Слушайте, жить тут не знаю как, но мне кажется не очень. В том плане, что двор проходной, и как бы у тебя нет такого уединения, нет своего двора. Вроде и двор свой, но тут люди ходят постоянно, машины. А так прикольно смотрится. Интересно. Да, еще одна улица. Парикмахерская, какие-то офисы. Интересное пространство, только вот оно как-то вот не обустроено, что ли. Хотя, может быть, так и должно быть. Здесь просто офисы, да, магазины, салоны. Все, давайте отсюда выбираться, пойдем к магистрату. Может, еще даже успеем на такой импровизированный рыночек попасть. Там дальше по улице приезжают местные и выкладывают весь товар. Может, какие-нибудь интересности найдем с вами. А тут лавочки даже есть. То есть внутри можно зайти, посидеть. Вот это здание магистрата. Что ты будешь делать? Сам магистрат здесь размещался где-то до 1871 года. Зимунский магистрат. Само здание построили в 1823, там период был, и 1832 год. Вот тоже интересное здание с башенкой такой. Балкончик, башенка. А и рынок. Но вот эта часть рынка, она какая-то пустая. То есть там дальше ларечки идут, павильоны. А сама площадь, она огромная и ничем не заставлена. Может, конечно, с той площади перенесут, где возле церкви, сюда часть. Ой. А, вот, точно. Часть перенесли сюда, понял. Давно я здесь не был, получается. Раньше вообще эта площадь была пустая. Получается, что да, сюда перенесли. Половина там осталась, возле церкви, половина сюда ушла. Сейчас интересный факт вам расскажу. В письменных документах, где-то 17 век было это, обнаружили, что крестьяне раньше доставляли жителям Зимуна продукты прямо домой. То есть в те времена высший класс как бы не общался с народом, и не встречались они на рынках. Весь товар доставлялся до дома.
Кстати, на берегу Дуная, там с той стороны, если идти за церковью, много рыбных ресторанов. И раньше тоже там когда-то находился рыбный рынок. Блин, сколько у вас там машин-то? Так, давайте пока комментарии почитаю. Машины там едут, их много. Так, а в других районах тоже есть магистрат или только в Земуне? Насколько я знаю, да, только в Земуне. Так, Черногория смотрит, у нас тоже такие же. Пасмурно, но тепло. Но у нас, знаете, сколько? Наверное, градусов 4-5 плюс. Так, я так понимаю, настроение только начинает появляться. Все некогда было. Так, настроение у нас новогоднее. Ну, замечательно. Так, beginner play. Нет, новогоднего настроения нет. А что так, почему? Так, я видела похожий мем про контролеров. Да, говорю, где-то бегает там, бегает. В интернете там есть ролик и есть фотография такая, типа коллаж. Так, Дик, нормально. Так-то, если вы еще и солнце, значит... Так, это я уже читал. Все, идем дальше. Раз машин. Так, а где все продавцы? Вообще здесь продавцы. По левую и по правую сторону всегда стоят. Видимо, из-за дождика их нет. Я иду по дороге. Вот есть. Это самые такие стойкие остались. Кому не страшно ни снег, ни дождь. Сейчас посмотрим, что они там торгуют. Ну вот, что есть. Чайник электрический такой. Прям роспись такая русская, знаете. Добрый день. Фотографии чья-то. Вот такие штуки можно здесь купить. Ну, с левой стороны там вещи. Давайте пройдемте, посмотрим, раз уже здесь, чем тут торгуют. Такой маленький, знаете, импровизированный блошиный рынок. Из-за дождика, видимо, здесь меньше. А так, как всегда, здесь очень много стоит торговцев. Елочные игрушки, игрушки. Что-то похожее в Нови Саде. Помните, я снимал? Добрый день. Часы. Вон сколько часов. Все работает? Работает? Не знал? Понял. Не знаю, это работает, не работает. Это, наверное, ракия. Ракия, да? Ракия? Да, ракия. Вот таких маленьких мензурках. Ну, короче, там он тоже. Добрый день. Не будем смущать людей. Пусть торгуют. В Нови Саде, помните, снимал? Там тоже огромный только рынок. Нейлон Пиацца. Это такой маленький, импровизированный. Но знаю точно, что каждые выходные они здесь торгуют. Так что приезжайте, когда будет солнышко, дождя не будет. Их будет здесь много.
Хочу выйти к набережной. И надеюсь, к чему я иду, они там будут. Вы пока можете писать, что же я ожидаю там увидеть и вам показать. Здесь также, конечно, остановка автобусов. По правую руку это парк, такой небольшой. И впереди река Дунай. Что, дождь усиливается, что ли? Детский садик, такой разукрашенный. А вот на этой набережной, кстати, туда, если налево идти, как раз таки и был рыбный рынок и рыбные рестораны. Рыбные рестораны до сих пор работают. О, ветер, ужас. Сейчас задавят. Так, все готовы? Ну, где вы? Так, одного уже вижу, красавца. Где остальные? А, вон они. Здесь столько лебедей. Но сегодня почему-то их так мало. Видимо, погода тоже не особо гуляют. Я несколько дней назад здесь был, солнышко светило, здесь их столько было вообще, очень много. Кстати, вода что ли поднялась? Ощущение, вода поднялась, да. Потому что туда можно было спуститься дальше. В общем, их здесь было очень много. Я взял с собой овса. Сейчас покормим. Хлеб не стал брать, потому что вроде как нельзя кормить хлебом птиц. Ну, именно лебедей, уток. Потому что они потом летать не смогут. Хлеб у них там брожение вызывает. Поэтому не кормите хлебом лебедей. А вот я не знаю, они овес едят или нет. Ну, сейчас и узнаем. Вот они, красавчики. Да, открылся блошиный рынок, но там не в том понимании, как вы понимаете, блошиный рынок. Там просто вот переехали торговые ряды и продают и вещи там, и продукты, короче, и все такое. Вот, все, побежали все, поплыли, полетели. Так, а где же мой овес-то? Сейчас. Давайте попробуем покормить. Достану из кармана. Только овес мелкий, как они его есть-то будут? Вы куда все улетели? Сюда идите. Ух ты, ругаются. Сейчас попробую. Ребят, извиняйте, потому что тут надо как справиться с камерой, с зонтом еще и достать. Ну-ка, идите сюда. Как они есть-то будут это? О, шипит. Они еще и дерутся. Бедный, он с ног валится. Ну да, как они овес-то есть будут? Это только, наверное, для мелких птичек овес. Для чаек. Почему они так плохо ходят? Может, надо насыпать? Ну давай. А, вот видите, кто-то хлебом там кормит. Конечно, блин.
Подсадили на хлеб всех. И овес никто не ест. О, чайки тут как тук. Короче, не едят они овес, представляете? Я думаю, они не распробовали просто. Им надо его попробовать. Чайки тоже не едят. Ну-ка. Ешьте давайте. Вот, интересная какая-то птичка, смотрите, черная. Это ж не утка, а что это такое? Представьте, они не едят овес. Короче, я не знал. Думаю, сейчас приду и тут овесом покормлю. Овсом. Ох ты, красавчик какой. Ладно, не вести же его с собой. Рассыплю. Может, голуби будут есть? Ну-ка. Вот, нашел я, кто будет есть. Голубь. Ну, братец, у тебя сегодня тогда будет вообще пир. Все. Короче, ешь ты, значит, на. Все. Ух ты, вы слышите это? Он крыльями машет, такой свист аж. Да-да, я читал, но видите, в чем дело. Овес они не едят. Вот голуби, да, смотрите, они прям вообще благодарны, наверное. Сколько еды. А эти нет, все, только хлеб жуют. Ребят, это вообще конечная точка моего сегодняшнего путешествия и вашего со мной. Решил здесь закончить. Боже мой, они окружают. Поэтому пишите комментарии. Проведу опрос по поводу 28-29, когда пойдем гулять в центре. Надеюсь, было сегодня интересно вам. Ух ты, красавчик, конечно. Красивые лебеди. Здесь я видел еще черных, пару штук, но сейчас их что-то нету. Возможно, куда-то улетели. Все, ребят, на этом заканчиваю тогда. Раз вопросов нет. Всем хорошего настроения. В среду выйдет ролик. Не пропустите. Ну и голосовалку вывешу, как и обещал. Куда пойдем гулять. И пойдем ли вообще. Все, ребят, всем пока. Красивый, красивый.